Друзья, всем привет! Вот такой вот пруд сегодня ожидает меня. Вот буду рыбачить на карасика. Прошлую серию вы смотрели, как я ловил вот на такой поплавок, потому что карась в последнее время очень осторожный, очень аккуратный, и ловил я без груза. Ссылка будет в описании, кому интересно, кто пропустил. Вот. Сегодня я выбрался в аналогичный водоем. Сегодня достаточно ветрено, но я буду ловить вот в прибрежном камыше, траве. Сейчас, не знаю, то ли окно сделаю, то ли какое-то готовое окошечко займу. Естественное, так сказать. Вот. Но у меня сегодня немножко другой поплавок. О нем я чуть позже расскажу. Это поплавок кивок, который будет также очень чувствителен к поклевкам, потому что здесь он клюет еще более осторожно. Я надеюсь, видео вам понравится, что-то я поймаю. Сделаю его самостоятельно. Не знаю, как он будет работать, поэтому ничего не обещаю. Но поехали. Так, прикормочка у меня, как обычно, светлая и темная. В принципе, этого, я думаю, будет достаточно. Делаю с запасом, с большим. Если у меня сейчас не получится с клевом, чтобы можно было переехать спокойно на другое место и там тоже закормить. Немножко посветлее получилось. Ну и ладно. Как говорится, что есть, то есть. Вот здесь довольно-таки такой хороший пучок у берега. И сейчас я вот там присмотрел, есть окошечки. Здесь вот трава густая, зеленая. А вот там он дальше пореже. Вот там надо будет ловить его. Вот здесь вот я нашел такой участок. Можно, в принципе, и вправо кидать, и влево кидать. Сегодня достаточно ветрено. Вот я кан сразу же вот здесь, наверное, оставлю. Вот. И в окошках будет более-менее нормально. Потому что волна прекращается. Трава не дает здесь волне развиваться. Ну и вот прикормочка как раз подошла. Немножко так уже даже успела подсохнуть. Вот, но ничего. Сейчас мы, я думаю, вон там вот окошечко хорошее. Мы и закормят. Мы и закормим его сейчас. Очень точечно надо, поэтому я, наверное, шагну немножко вперед. Вот так вот, отлично. Все. Эту прикормку я оставлю на докорм. Кан пока что будет служить как площадка здесь для всего. Залез в воду. Так, я еще взял вот такой вот пенопласт для того, чтобы вот здесь вот поставить, ну, типа площадки, что ли. Для того, чтобы у меня здесь червяки лежали. У меня, кстати, сегодня черви и манка с яйцом сделана. Я чуть позже остановлюсь на прикормке, вообще все попозже расскажу, в том числе и про этот поплавок интересный, странный, необычный. Вот сейчас начнем ловить. Значит, смысл какой? Я вот так вот, ну, используется удочка с кольцами, и хорошо вот так вот регулировать. То есть я натягиваю до того момента, чтобы поплавок подошел к кончику, и спокойно, прям точечно устанавливаю поплавок куда мне нужно. Примерно вот сюда. Так, здесь хорошо, тычки никакие не надо. На травку положил, и все хорошо. Ну вот. Конечно, сейчас ветер. Поплавок будет немножко мотылять, но он сейчас, я думаю, к вечеру стихнет. Так как, смотрю, шевелится камыш в редких местах. То есть немного, небольшая активность карася. И вообще карась сейчас не активный, практически как осенний, потому что холода пришли, ветер. Вот, и, соответственно, клюет он очень аккуратно.
что-то... Опа! Ребята, какой темненький первый. Небольшой, но приятный. Чесночок рулит. Красота. Чувствуется, что к прикормке карась подошел. Ну, не то, что к прикормке, а вообще к этому месту. Потому что вот здесь вот дернется камыш, там трава зашевелится. То есть он как бы немножко, когда я заходил и прикармливал, видимо, сначала чуть шуганулся, а сейчас начинает концентрироваться. Это хорошо. Сейчас его прикормка соберет к месту, и я думаю, он червячка нашего с чесноком точно захочет. Вот, ребята, поклевочка огонь, как положено. Небольшой, но я думаю, сейчас мы увеличим размер к вечеру. Ветер немножко мешает, все равно его колышет поплавок, но я думаю, сейчас стихнет и будет вообще идеально. Один фиг как бы не колыхал, а при нормальной уверенной поклевке он прям давит его, кладет, короче, или ложит, как кому удобнее, понимаете. Клюнул, я что-то шуганулся, блин, по всем камышу пошел. То ли я удочку схватил, испугался, блин. Ладно. В общем, сегодня черви необычные у меня. Ну, как необычные. Просто добавил сюда чеснок. То есть у меня есть основная банка в кармане. И я оттуда достаю несколько червей и кладу сюда, чтобы они здесь ползали и пропитывались запахом чеснока. Очень чеснок обожает прям карась, особенно весной, когда вода холодная. Сейчас она холодная и карась неактивный. Но вторая у меня приманка — это поклевка. Оп, ух ты. Что-то нет, не засеклось. Не засеклось, странно. Манка, смешанная с желтком. Вообще очень вкусная. И тоже добавил сюда чесночка для запаха. Буду пробовать червя и вот эту вот манку. Но пока на червя идут поклевочки. Если перестанут, попробую манку. И вот так вот кладу на свою платформу. Она здесь так зафиксирована. И все нормально. Сейчас прям поклевка хорошая была. Но что-то не засеклось. Червяк там уже побитый.
Сейчас мы его снимем и поставим манку. Попробуем. Сильно я не мну, просто вот так вот втыкаю, прячу. И то есть вот так вот прячу крючок полностью и оставляю вот так торчащий кончик жала, чтобы оно пробило легче все это дело. Вот потяжелее и, соответственно, наклонился поплавок сильнее. Ну и ладно. Вообще я как бы приезжий еще ловит. Я даже не знаю, где так продавать. Ну у нас там есть, но оно вообще переборется. У нас на юге там просто пиздец, магазин продаваемый заходит. Коня круглые какие-то там откармливают. В том году пришли. Толстый, да? Как мы пришли на остров пришли. За них попалось. Они прям нападают. Наглый, да? По 20 кругом. Я прям с руки держу, знаешь, пускай, там кто-то побаивается. Ага. Прям пускай, за пальцы берет. Что такое? Такая поклевка. Жаль, жаль. Воды наливаешь и в норку. Ну так вот, много же выходов. И вот будешь 10. Быстро, быстро. Где не бури, примерно вот на это. Она везде. Просто где-то она уходит, Угу. а где-то она под водой. Сейчас вот месяц-два, тут все зарастет. Да, так он вон, посмотри, поднимает, он там что-то поднимается. Вот она везде будет. И есть еще озеро Астафьевка называется. Там они ловят вроде как карасей, там окуней. Там такие офигенные окуня по перволегию. Ну там ехать 80 километров вот это ярость. Такой вот карасик. Тут уже покрупнее пошел. Ах, красавчик. Леска закрутилась тут. С камыша, видимо, продирал. Нормально, приятный. Такой темненький, мощный. Ну, на увеличение пошли. Хорошо. Вот. Так, сегодня я использую поплавок кивок. Это очень редкая такая конструкция, которая, ну, особо в обиходе не применяется у рыболовов, потому что все привыкли к классическим вариантам исполнения поплавка, но в данных условиях и к данному карасю нужно, конечно же, подход именно индивидуальный, когда нужна очень такая четкая чувствительность поклевок и желательно оснастка без груза, как я, в принципе, использую. Значит, не говорю сразу и не претендую на авторство данного вида поплавка, это уже давно известно, но данный поплавок я сделал сам и чуть позже, конечно же, покажу вставку, как я это делал. Значит, в чем заключается смысл и необычность использования данного поплавка? В том, что его индикация поклевки происходит за счет движения верхней точки, верхней антенки, так как фиксация основной лески идет через верхнюю антенку. И вот по этому движению мы ориентируемся, когда нам подтекать. Значит, я сделал кругообразную форму, и есть, конечно, поплавки, где торчит такой грузик, который огружает поплавок, но мне такая конструкция не понравилась. Мне понравилось именно, чтобы груз был сообщен вместе с круглым телом. Это позволяет ловить в траве, и при вот этим вращении поплавка, при поклевках ничего не задевает, все спокойно скользит и так далее. Ну, нанес, конечно же, красивые метки, чтобы это было как можно легче идентифицировать поклевку и видно было в любую погоду. Вот. И
фиксируется это стопорами. Можно делать его, конечно же, скользящим, но я в данном случае фиксирую, это в принципе не мешает. Здесь нет никакого груза, идет только крючок и червь, который, кстати, тоже весит. И по наклону можно определить, на дне лежит червяк, либо где-то в толще воды. Кстати, здесь я специально огрузку сделал с некоторым отклонением для того, чтобы именно создать вот этот вот уклон почти 40-50 градусов, для того, чтобы как раз у нас было движение. Если у нас бы он стоял вертикально при поклевке в вертикальном направлении, то все равно бы поплавок, да, он, конечно, бы стремился, но рыба все равно почувствует вот эту вот как бы поплавковую плавучесть. Вот. Когда стоит под 45, уже вся и сила передается именно на вот это вот колебание, на движение вот такое. Поэтому, в принципе, поклевку должно быть заметно. И как бы у нас червяк не находился, через кусты, через ветки, как-то его бы карась бы потащил, все равно это все передается на нашу антенку, которая сигнализирует о поклевке. Также, допустим, если у нас огрузка червя, вот, то есть у нас, вот, допустим, вот такое вот положение поплавка, когда червяк давит, он, допустим, вот в таком положении, если рыба поднимает червя со дна, то у нас поплавок чик встает. Это тоже можно идентифицировать как поклевку. В общем, вот такая вот интересная конструкция поплавка. Есть свои преимущества, свои недостатки, потому что он по открытой воде с ветром им ловить, я думаю, будет сложновато, может быть, даже невозможно, тем более без загрузки. Может быть, если ставить какую-то мормышку либо дополнительный груз, это, конечно же, облегчит. Но в данном варианте я ловлю в камыше, в траве, и мне не нужен груз, мне нужно, наоборот, делать как можно невесомее. Может быть, даже здесь надо было поставить поводочек 0,14, а у меня где-то 0, наверное, 18 леска стоит. Но я надеялся здесь, конечно, на крупняк. Ну, посмотрим, что будет дальше. Поехали. Червячка я обновил немножко. Ну, не обновил, поправил и натер чесночком. Ну что, друзья, пошел дождик. Потемнело, вообще холодно, капец. Никто ничего не ловит. Народ приедет, уедет. Там вот я видел одного, кто-то карася поймал, и все, на этом тишина. Но у меня с горем пополам получается очень осторожные поклевки, но я их вижу благодаря поплавку, и это хорошо, это прекрасно. А жалко, манка не работает, но я думаю, сейчас еще пару раз попробую ее поставить. Но червяк с чесноком прям рулит однозначно. Но главное, это, конечно, поплавок. Супер-мега чувствительные поклевки, заглатывает спокойно. Леска прям видно, она в свободном таком состоянии находится. Он это глотает, ничего не чувствует. И потом это все показывает. Хоп, есть. И главное, что ветер я могу забрасывать точечно, опускать с пенопластовым поплавком. У меня бы это не получилось. Аккуратно, аккуратно. Чик, 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 чик. Очень нежные поклевки, но благодаря этому поплавку прям отлично это все смотреть. Очень нежные поклевки, но благодаря этому поплавку прям отлично это все смотреть.
это малыши идут. Но ничего. Ох, заволотил-то как. То есть он вообще не чувствует, вообще ни сопротивления, ни груза, ни поплавка. Просто хватает и все. Да, поплавок просто сказка. Друзья, сейчас вашему вниманию я покажу, как я делал вот этот поплавок. Я думаю, будет интересно. Поехали! Так, готовлю очередную партию червячков, потому что здесь остался один. Вот, выбираю я помельче, стараюсь выбирать вот таких вот. И все, и они пока как бы лежат тут, напитываются запахом вот этим вот. Ну, карась нравится. Вода холодная, карась не активный. Еще раз повторяю. Но его можно реанимировать благодаря грамотным действиям. А так сидеть просто, червя закинуть на обычный поплавок тяжелый, это можно, конечно, долго, нудно и неэффективно. Но мы идем другим методом. Да, дождик усиливается, что-то прям вообще. Ну, я хорошо в непромокашке сегодня. Нормально. Вон птичку сними. Сойку. Трясогузка. Трясогузка или сойка? Трясогузка. Ну что, пора обновить червячка, поставить свежего, вонючего, пахучего. Как раз приготовился. Вон они выдвигались. Что, попробую сейчас на крупника цельного поставить. Он, во-первых, лучше на траве держится, более объемная насадка, не проваливается никуда и заглатывается карасем, соответственно, тоже хорошо. Посмотрим. Пахнет чесноком. Да, вот такой вот июнь в Сибири. Градусов 10 температура, такая же вода, ветер, дождь, руки мерзнут. Обожаю лето в Сибири.
Что такое? Ну, блин, что, крупноватый червяк, что ли? Ну что, точка, в принципе, закормлена, и карасик подходит периодически, но его все-таки надо собирать. И вот я небольшие такие кусочки взял, этого будет достаточно. Сейчас кину один, и через час, наверное, уже прям перед уездом кину еще вот один, для того, чтобы был там все-таки запах прикорма. Да, вот платформа вообще офигенно сделана, классно. Черви поставил, положил, прикормочка, все лежит классно. Поклевочка, кстати. Что такое? Что такое? Крупный этот червь, что ли? Не даёст. Вот, ребята, мужики там 6, что ли, человек вышло порыбачить. Посидели часок. Говорит, все, сегодня не будет клевать. И пошли к машине употреблять. Вот так вот. Опустили руки, так сказать. Ну, у кого какая рыбалка. И я очень, конечно, долго экспериментировал, тестировал этот поплавок. Именно добивался, чтобы при прям еле, если касается червь дна, то будет 45 градусов. Вот. И вот сейчас как раз я добился вот попадания в такое место, где вот червяк еле касается дна. Соответственно, я увижу уже и подъем, и натяжку. Очень сложно здесь попасть, потому что дно неровное, очень много травы. Червь, так как очень невесом, нет груза, он, соответственно, и не проваливается глубоко, что хорошо для карася, потому что ему тоже надо как бы поискать наживку. Он ложится где-то на травку какую-то торчащую. Вот, и, соответственно, поплавок нельзя четко отрегулировать. Но все равно его ветром чуть относит, и он как бы сам натягивает до нужного состояния и индицирует офигенно поклевку. Классно. Так, ну что, какое-то затишье небольшое. Осталось час мне рыбачить. То есть 2 я прорыбачил, еще час. Сейчас подкину вот маленькие вот такие порции прикормочки. Решил подольше подождать, когда утащит. Положил и держал. И результат налицо. Ой, красавчик такой.
Рваный червь тоже очень хорошая насадка. Друзья, сегодня получилась шикарная рыбалка. Карась, конечно, был не крупный. Вот, я думаю, здесь просто погода такая, что крупный не выходит на меляк. Вот, только такие ладошечники, чуть больше. Но, блин, рыбалка вообще шикарная. Поплавок, кивок отработал прям отлично. Очень приятно ловить на снасти, которую сам сделал. В данном случае на поплавок. Интересно очень поклевки, есть над чем подумать и еще сделать кое-какие доработки. Я думаю, будет вообще идеальная оснастка для ловли вот такого вот камышового, блин, карася, хитрого, осторожного. Вот, сейчас у меня осталось прям чуть-чуть, наверное, до темноты. Я сейчас перемещаюсь, Николаю отдам рыбу, вот, и там покидаю в одном месте спиннинг, вот, и поеду потихонечку домой. Вот, а сейчас покажу, что в итоге поймал. Кстати, сегодня рулил в основном червь с чесноком. Один сход был на манку с яйцом. Вот. А так в основном червь с чесноком вообще шикарно отработал. Поклевка, поклевочка. Поклевка, поклевочка. Да, ребята, даже вот такие вот небольшие карасики, но с такими видами в траве прям удовольствие, конечно, кругленькие, смотрите, какие красивые. Ах, красота. Да, необычные, конечно, поклевки, но ничего, я уже привык, дожидаюсь, когда он там положит до конца. Сейчас покажу, что в итоге поймал на мой поплавок. Ох, какие. Всё. Ну вот получилось, наверное, десяток, да, 5, 11 карасей. Вот они, самые крупненькие, больше ладони. Такие вот. Остальные ладошечники поменьше. Вот этих, наверное, мелких вот отпущу самых. Остальные товарищу отдам, куда сейчас и поеду половить на спиннинг. Все благодаря вот этому поплавку. Ах, класс. Фотография на память. Сейчас начинаем спиннинговую рыбалку, будем ловить щуку на реке. Вода посветлела, уже летний такой уровень и летнее состояние ее. Вот. Ну, много травы, много кувшинок. Кувшинки поднимаются, трава поднимается, поэтому буду в основном ловить на незацепляющую вот эту резину с малой огрузкой. Вот, что из этого получится, увидите дальше. Николай и Макс со мной тоже рыбачат. Ну, у них там другие приманки. Посмотрим, что из этого выйдет. Погнали. И тема. Оседает. Да, вообще он через траву перепрыгивает. Я сам видел ветки, почву. Вот эту маленькую громовочку брать. Я вообще Но и холостых больше поклевок. Я вчера прям... И она не вся просекается. Жало-то спрятано. То есть надо, чтобы она правильно взяла. Надо правильно засечь. А не как тут на вертушку там можно не подсекать, знаешь. Вообще можно не подсекать. Ну, а там надо. О, вот она. Нифига себе. Я сказал, что будет работать. Вертушечка. Вот, Макс, вот таких здесь просто тьма. Щука. Не смогу отпустить, наверное. На шестеру. Не смогу отпустить. Слушай, Грамм 400 максимум. грамм 270. Че, лови, дорогая. Ой, какая вода холодная. Давай, счастливо. О, вот она. Ну, у тебя встала, стоит. Спряталась.
Карась большой, который 830 грамм. Опа. Есть. Так, А ты говоришь, не берет на это. все работает, да, точно? Ну а все надо всечь правильно, понимаешь? Хорошо, лучше. Хорошо, всек. А, нифига. Нихера тут окунь. Слушай, ну такого можно забрать, правильно? Да, ну и ты заберешь, я заберу. Хорошо, не Плавники какие красные, да? Ну, Вот зимой вот таких Зимой вот вообще таких. на мормышечку. ну они бывают такие, ну, как бы, не когда ты приезжаешь. Макс, заберешь такого? Да мне куда? Я даже не знаю. Таких будет штучек 10. Я бы Ну засадил. сейчас, подожди. Че, я же не могу сразу 10 вытащить, Макс. Че? Хороший кусочек. А все хорошо. Ну он там Желтый, красный. вдалеке стоит, блин, зараза. Так, это всех надо брать. Есть. Это окунёк. Далеко взял, смотри, да? На окунька похож. Нормально мы так зашли. Кинуть пару раз. Дергается как щучка. Ну или как щучка. Хотя нет. Ну как дык-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 дык. Не, щука. Нету. Окунь, окунь. О, смотри, мы сегодня окуней наловим, блин. Плавнички красные. Смотри, такой же вообще прям. Ну если ты не заберешь, я заберу. Если ты не Ну смотри, они прям там Я заберу. стайка. Я их засолю. Стайка стоит, блин, походу. Вот такой. Красные какие А тут плавники. помягче, да, я смотрю, вот правее. О, красота. Превьюха есть. Удар был. Опа, есть. Опа. Щучка. Ох, ху-ху-ху. Скушала. Вот, ребят. Шнурок, ну, блин, класс. Прям кайф. Фух, просто с одной точки все. Жалко вот, что теперь... Так, ну я попробую сейчас восстановить. Ну сначала ударил. Я не просек его. А со второго, следующего, вернее, заброса уже все нормально. Короче, зашел я в воду поглубже, чтобы кидать вот эти вот кувшинки все, откидывать по максимуму. Поставил фиолетовый, потому что светлый виброхвост уничтожен дерзкими поклевками щук и окуней. Оп. Есть. Опа. Шнурс. И здесь просто тьма. Вот, ребята, еще один. Жалко резину, блин. Фигачит безжалостно по ней. Друзья, ну что, забежал я на пруд, половил на спиннинг. Нормально так. Окунек, щучка. Коля подходил тоже, там щурят и окуня поймал. В общем, такая рыбалка. По карасю тоже все нормально. Сами все видели. Поклевки кайф. Карась хороший, приятный. И если понравилось видео, ставьте лайк и пока.
попадает. Меняет, все, вырывает. Граната. Каждый метр попадает. А другой не говорит, да? Или там скала. Ну, другой просто. Трава, Взгляд. да,